Всем привет! Сегодня мы поговорим про большой лагерь, который открывается в Ирландии для украинских беженцев. Он уже принимает украинских беженцев, тех, которые приезжают по новым правилам, которые Ирландия вела, да, в середине марта 2024 года. Вот сейчас даже я покажу фотографии, нашел в интернете, да, вот как он, видите, строился. Вот уже вот так вот, видите, насколько больше домиков. И вот сейчас в таком вот формате, видите, да, то есть максимально, видите, уже вот, видите, вот дорога, да, и вот за дорогой уже, видите, там видно логистические какие-то фуры, видите, их не было, и они сейчас вот, я так понимаю, приезжают, да, то есть расширяются максимально. То есть вот, смотрите, как все это будет происходить, я сейчас все расскажу, на каких условиях, сколько можно там жить и так далее. То есть мы это все обсудим максимально, это будет интересно, так что оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Перед тем, как продолжить, попрошу каждого подписаться на канал. Это всего лишь 1 секунда. Раз. Вторая секунда — это подписаться, то есть оформить колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики. Следующий момент — это подписаться на мой инстаграм, чтобы быть со мной всегда на связи. Ну а тех, кто хотят получать эксклюзивный контент, я попрошу стать спонсором моего канала и оформить подписку «Друг». Тогда для вас будет максимально открытый, да, максимально информативный контент, который я буду эксклюзивно снимать для вас, а также проводить консультации. То есть, если вам нужно что-то у меня спросить, теперь я консультирую только тех, кто становится спонсором моего канала. Спасибо за внимание и за любое из этих действий. Мы продолжаем, ребята, и вот я ставлю ссылочку на статью, да, где рассказывается про вот этот вот лагерь, который будет вмещать в себя 985 людей, да, то есть беженцев. То есть, смотрите, украинские беженцы начали приезжать в единственный недавно открывшийся объект размещения в Килдере. То есть вы поняли, да, это графство Килдер, да, это каунти. То есть в конце февраля высокий суд вынес временный запрет, запрещающий протестующим блокировать вход на территорию Ньюхола. То есть тут Нью-Холла. То есть тут были еще, даже там были различные митинги, то есть протесты. Люди не хотели, да, местные, чтобы открывался там этот центр. Но он все-таки открылся. Вот написано вместительность, да. То есть уже сейчас, но это устаревшая уже, конечно, информация, это устаревшая вообще статья. Смотрите, там написано 20 только бенефициаров, то есть 20 только беженцев. Ну, по-настоящему видели по фотографиям. То есть в этой статье, когда писалась эта статья, то есть там были фотографии, где я показывал, что там всего лишь, не знаю, домиков 20-30 было. Как видите, сейчас там уже не знаю сколько, домиков 100, а то и больше. То есть в прямом смысле там уже достаточно, я думаю, народу находится. То есть находится он в Флат Кросс в Нью-Холле, недалеко от Нейса, в графстве Келдер, то есть Килдер, извините. То есть вот так вот. На объекте имеется 386 спальных кают, ну это то есть имеется комната, ванная комната и так далее. То есть вообще, что такое, да, вот эти вот лагеря? То есть это будет не единственный лагерь, но как сейчас уже говорят, поток уже стал меньше. В прямом смысле, что уже даже бывают такие дни, что уезжает больше, чем приезжает. О чем это говорит? О том, что, ну, люди понимают, что Ирландия это уже не то, что не рай, да, просто что уже подходит к концу временная защита. И многие люди, с кем я общаюсь, мне вот это вот очень непонятно. Может, даже они будут меня смотреть и поймут, о ком это говорю я. Потому что меня уже все, многие уже знают, да, и ну, я себя не афиширую, я не знакомлюсь за руку. Привет, меня зовут Руслан, у меня YouTube канал, подпишись. Нет, просто общаемся, потом люди вообще не говорят, а где я тебя видела? И потом оказывается, что они видели меня, да, на YouTube и так далее. Просто многие люди, вот я с ними общаюсь, я им объясняю, что временное, нас пустили временно в гости, в общем, в страну. Это я не говорю сейчас про программу ARP, да. Вот в общем нас пустили в страну просто в гости. Вот вас пустили просто в гости. Это как вот представьте, вы приезжаете кому-то в гости, к другу, да, и вы договорились там с понедельника по пятницу, да. Все, и ты такой говоришь в пятницу, да нет, я хочу еще на субботу. Но друг подумал, ну ладно, ты мой друг, я тебя ставлю еще на субботу. Но в воскресенье уже все. Проходит суббота, ты говоришь, дружище, ну можно еще на воскресенье. Ты психуешь и говоришь, дружище, берешь его сумку, выставляешь, говоришь, нет, езжай к себе домой. У тебя есть дом?
Он говорит, да, но он такой какой-то плохой, кривой, там какая-то коррупция, что-то не то, туда-сюда. Но у тебя есть квартира? Да, ну вот, извини, я не могу тебя обеспечивать всю жизнь, чтобы ты у меня сидел, питался, пользовался моим электричеством и так далее. Вы поймите вот эту вот формулу. Нас пустили, еще раз повторяю, для тех, кто не понимает, для тех, кто мне кричал, что через 3 года-то мы получим паспорта. Ну, таких, конечно, оптимистов я тоже оптимист, но не до такой степени просто, не до такой степени, ребята. И еще раз повторяю, для тех, кто не понимает, мы сейчас все в гостях, все, вас пригласили, вас накормили, обогрели, напоили, купили вам новую одежду, грубо говоря, да, то есть дали вам путевку в жизнь, дали вам переждать, пересидеть самые худшие моменты до вашей жизни, то есть. И никто, я еще раз повторяю, в таком формате и так, как было в 2022-2023 году, уже не будет в Ирландии для украинцев. Вот все, то, что было, это уже прошлое, это уже пройденный этап, и это уже никогда не вернется. Вот запомните мои слова, не знаю, никогда не будет уже такого, как было тогда, когда самые лайтовые, самые крутые, да, годы, самые такие максимально мощные и максимально привлекательные, это 22-23 год. Все, забудьте это время. Оно уже что? Правильно, оно ушло уже в прошлое. Надо смотреть в будущее, жить настоящим раз и смотреть в будущее, что нас ждет там. В прошлом было, да, хорошо в Ирландии, всем нравилось. Все, как начали мы подходить к вот этой точке, началось немножко сужаться все, люди начали высказываться. Все, уже не так, как одна сказала, а как же мамочки, как же инвалиды, как же пенсионеры, как их выгонят с отелей, да, потому что, кто знает, уже скоро, через 12 недель будет решена, ну, новые правила ведут еще, и уже, кто знает, 27 тысяч это люди, которых будут переселять с отелей, то есть им в прямом смысле их будет, походу, переселять вот такие вот, я понимаю, лагеря, либо им нужно искать по программе ARP. Это образно, кто не знает эту информацию, переходите на мой YouTube канал, там этот ролик есть, где я рассказывал про новые правила, которые вступят где-то, получается, ну, после выборов, да, где-то в конце июля, в начале августа они должны принять новые правила, да, для украинских беженцев, которые живут в государственном жилье, не по ARP пока есть, ну, полного решения непонятно, может, что и по ARP они решат, тут непонятно. К чему я? К тому, что я понимаю, старик приехал, получает пенсию сейчас, но он же ни дня не работал в Ирландии, но он ни дня не платил налог. Ну как страна может просто его оставить и платить ему до конца жизни пенсию ирландскую, где ирландец, блядь, работал, извините меня за маты уже, я не могу просто, до 66 лет, 66 лет тут выходят на пенсию. Он мантулил, он пахал. Я понимаю, наши пенсионеры там обиженные, пенсии маленькие, но все равно они платили пенсию вначале в Советском Союзе, да, а потом платили в независимую Украину. Ирландии они ничего не платили, ничего, вы понимаете, невозможно так. Давайте тогда всех, у нас в Украине 15 миллионов пенсионеров, так что сейчас все 15 миллионов переедут сюда, еще инвалиды, еще мамы с детьми все сюда, то есть 20 миллионов, да, населения Ирландии 5, и Ирландия будет всех, ну, всем будет все оплачивать, потому что просто, ну, людей жалко, или что, я хочу этого вам донести, что этого не будет. И то же самое с инвалидами. Эту инвалидность человек получил в Украине, он родился в Украине, он гражданин Украины. То есть и этого инвалида должна обеспечивать страна под названием Украина. Все, на этом все нужно закрыть. Мамочка с детьми, ну да, ну за 2 года можно найти было себе жилье, как-то скооперироваться, то есть что-то как-то думать. Все, 3 года, 25 год, март, все, максимально уже будет все уничтожено. Я не говорю, что сразу чемодан, вокзал и до свидания. Нет, этого не будет. Будет еще какой-то легенький переходный период, может даже еще годик, но он уже будет максимально некомфортен. То есть максимально уже люди будут уезжать. Тот, кто хочет остаться, он останется. Просто найдя себе работу
и снимая жилье за свои кошты, за свои гроши, за свои деньги, за свой кэш, за свои мани, за свои, не за государственные. Если вы не будете обузой государства, вы сможете остаться. Ну, либо податься на международную защиту, это реально. Но обратно же там процедура, много отказов. Хоть говорят, что сейчас одобряют там чуть ли не 80% украинцев, но поверьте, когда уже будет, пройдет временная защита, там уже они будут по-другому смотреть абсолютно. Я не волнуюсь, даже если я подамся на международную защиту, я знаю 99%, что я получу, потому что... Ну, потому что я это знаю. Раскрывать карты не буду. Потом, если это будет надо, конечно же, запишу видео и расскажу про международную защиту. Давайте еще раз посмотрим на этот лагерь, на эти домики, приблизим, да, вот видите, домики, то есть получается один домик, одна семья, как я понимаю, это видно будет семейный, потому что, ну или будут, наверное, если мужчины одиночки, то, наверное, там будет по 2, по 3, может, пускать, да, я не знаю эту процедуру, кто знает, напишите в комментариях, кто живет, возможно, в этом лагере, напишите, как там обстановка, написано, что здесь будут шатры для питания, то есть будет шатер медицинской обслуживания, потому что люди в этом лагере будут полностью жить, да, и он будет полностью автономный, то есть ты там будешь жить, питаться, там, кстати, не знаю, что там по обучению с детьми, тут это непонятно, но там написано было, что будут какие-то развлечения, то есть какие-то, наверное, детские площадки построить для детей, потому что, ну, по факту, вот видите, вокруг одни поля, вот, поля, куда ты выйдешь с ребенком в поле, что ты там ему покажешь, расскажешь, то есть, значит, будет как что-то будет сделано. То есть вот такие вот, короче, те люди, которые сейчас хотят приехать в Ирландию, если вы меня смотрите, вот реальность, которая сейчас есть в Ирландии. Это реальность, это не то, что я хочу кого-то отогнать, да, кому-то сказать не приезжай, нет. Ирландия пускает, приезжайте, если вы жили, главное условие, если вы проживали до вторжения, то есть, да, до 22 да, февраля, то есть, если вы жили, да, 22 года в Украине, все нормально, то без проблем вы приезжаете, 99%, что вас пустят, не проблема, но проблема в том, что вы приезжаете, вот эту вот реальность, то есть, вот эти вот домики, как я понимаю, они, наверное, из железа сделаны, или я не понимаю из чего, то есть, такие они какие-то, знаете, как, похожи на контейнеры, которые у нас на рынках, то есть эти пластиковые контейнеры, знаете, которые на рынках. Мне они вот это напоминают. То есть человек приезжает, берет временную защиту в Ирландии, его привозят в вот этот вот прекрасный лагерь, он живет там бесплатно, 90 дней, живет, питается, это все бесплатно от государства. И в неделю ему платят еще 38 евро 80 центов. Все, если за 3 месяца ты ничего не нашел, то все, гуляй, Вася, живи на улице, либо непонятно вообще, что делать, потому что пока еще 3 месяца не прошло. Апрель, май, по факту, первые те, кто будет по вот этим условиям, да, первые 90 дней, это будет где-то в середине июня, либо в конце июня, как я понимаю. То есть первые люди будут, которые смогут, да, рассказать, нашли ли они, выгнали ли их, то есть которые могут подтвердить заявление правительства, что 90 дней не нашел, все, освободил койку, следующий на нее приехал. Если это так, то это, конечно, да, жестоко, но правила, то есть вводились, да, человек уже когда ехал, он знал, что такие правила. Он не может просто сказать, да, ну как же так, одним вот это, а мне вот это. Ну правила меняются, все, правила игры изменились в Ирландии. Теперь Ирландия, не забываем, что пройдут сейчас выборы, непонятно, кто придет к власти, а там будет самое интересное. Если придут тех, которые более такие, да, более национального, да, такого характера за то, что Ирландия для ирландцев, то, поверьте, правила будут ужесточены еще жестче, я думаю, в разы. То есть там будет просто уже все, необратимые последствия, и люди просто рекой поедут назад. По моим таким личным, да, ощущением, что в конце пути из 100 тысяч, да, останется, не знаю, каких-то 30, максимум 40, я думаю, это с натяжкой тех, кто реально после 25 года там доживет в Ирландии до 26-го. Я к тому, что доживет, я имею в виду, что останется, да. Потому что эта страна максимально уже уберет все и приравняет украинцев к международной защите.
Вы видите в интернете и посмотрите правила проживания, правила вообще как международная защита, как люди, которые приезжают по международной защите, как они живут, как они все получают, как это все сложно, то есть это перетерпеть. Сейчас все думают, что это так легко. Таиландия это святая страна, боже мой, бенефиты, социалы, АРП, святая АРП. Ребята, ну нету такого, нету. Это просто бонусом 3 годика. 3 годика лагеря, 3 лагеря, 3 годика курорта. Все. Курорт заканчивается, и реалии такие, как для всех беженцев. Сирия, Ливан, Бразилия, Мексика, неважно откуда. Я тут встречал с Таиланда, Вьетнама и так далее. То есть тут, тут полностью, да, куча людей с разных стран, полностью с Африки и так далее. И они приезжают по другим реалиям. Когда они узнают, какие плюшки, какие, да, какая вообще система принятия украинских беженцев, у них глаза вот такие, они, вау, а почему? А что, чем вы лучше? Они тогда задают вопрос. То есть вот такие дела, так что уже как было не будет, а будет только, в смысле, не то что хуже, просто государство говорит, становитесь на лыжи, сами себя обеспечивайте, сами старайтесь что-то делать. Если вы не хотите, ну вот 3 годика будет для кого-то такого вот курортика, да, ну а потом все, придется возвращаться, либо бомжевать, все, два выхода, все. Остальные страны будут делать то же самое. Я не то, что пропагандирую негатив, просто розовые очки нужно снять, вот эту шапочку из фольги тоже, и все, и смотреть на жизнь реально. Вот и все, я это прошу. Мы с первых дней снимаем квартиру сами. Я, кстати, хочу потом где-то через полгодика, да, вот посчитать, сколько людей, которые прожили в отелях по АРП святому, сколько и те, которые, кстати, по АРП живут, еще и работают. То есть, по факту, они могут там себе вообще нормально откладывать. Вообще, то есть, по факту, они, главный расход бюджета это жилье. И они сейчас просто живут. А мы платим. Я могу прямо сейчас, да, не хочу, но я попозже, на калькуляторе умножить и рассказать, сколько мы потратили денег на жилье за это время, извините. Так что ну, прекрасно понимаю остальных ирландцев, которые злятся. Мне даже неприятно, когда общаюсь с теми людьми, и они там еще что на Ирландию говорят. Вот, вау, закончится АРП, как мы будем, как мы... Стоп, как мы будем? Идем на работу, снимаем сами жилье, и, возможно, вы сможете зацепиться и остаться. Если нет, то все. Берем чемоданы, садимся в Дублине и летим куда-то туда, не знаю куда, там, на восток, нет, через океан и так далее, куда хотите. Но Ирландия не будет просто так раздавать все вот это безвозмездно и бесконечно. Нет, всему есть конец, и нашей жизни тоже. Всему конец приходит когда-то. Как-то так. Короче, эти домики меня не впечатляют. Если лично я бы сейчас знал бы, что сюда нужно приехать в этот домик, то, конечно же, я лично не приехал, потому что сложность с жильем максимальная. Найти работу, живя в таком вот домике, если приехать тем более без машины, это практически нереально. Напишите в комментариях ваше мнение, прав ли я в общей картине, что только что рассказал, либо где-то я ошибся, где-то кого-то я обидел, и святое АРП нужно для украинцев оставить пожизненно, потому что что, ну конечно же, как же можно платить за свое жилье? Я платил, плачу и буду платить, потому что что, правильно, мы приехали сюда жить, то есть строить свою жизнь в нормальном русле, а не ждать, что кто-то постоянно будет вот эти вот крошки сыпать тебе, ты будешь их собирать, и все, и у тебя будет все хорошо. Нет, я крошки не люблю собирать, я люблю жить сам и самому себе быть хозяином, чтобы не кто-то мне говорил сегодня, ты живешь там, завтра переедешь туда, а потом съедешь вообще. Нет, я знаю, что у меня контракт, все хорошо, я живу себе в кайф, то есть в прямом смысле живу, не проживая, не выживаю, а живу. Желаю вам того же, ребята, живите и старайтесь все-таки стать тут на лыжи, если хотите остаться сами. Становитесь и будьте независимыми. Всегда на связи.